Всем привет, пилоты! Вы на канале Space Vendor, и сегодняшнее видео будет посвящено археологии стражей. Но прежде чем переходить к основной теме данного ролика, хотелось бы сообщить вам новость о том, что я создал собственную эскадрилью в игре Elite Dangerous, а также Discord сервер для нее. Ссылка на Discord сервер будет в описании под видео, переходите по ссылке, там будет подробная информация, как попасть в эскадрилью в игре. Переходим к основной части видео. В первую очередь хотелось бы обозначить факторы, сподвигшие меня на поиск чего-то нового и неизвестного. Слишком очевидный и небольшой по своему объему контент, объясняя, что это для меня значит. Со стражами связано всего 2-3 активности. Это сбор их материалов, чертежи и небольшой квест от рамта, который сейчас на данный момент пройти очень легко, и это не составит никакого труда. Второй немаловажный фактор – это малоизученность данного вопроса. В интернете нету никакой информации про дальнейшее изучение стражи, кроме как квест рамта. Меня это очень заинтересовало, и я решил провести собственные исследования. И третий пункт – это тяга к неизведанному. Во время моих последующих полетов стражем меня стало все чаще и чаще посещать мысль о том, что разработчики сделали гораздо больше контента, чем нашли игроки на данный момент. В первую очередь я решил выделить объекты, которые будут подлежать исследованию. Это руины стражей, маяк стражей и конструкция стражей. По руинам стражи у меня есть результат, о нем я расскажу в конце данного видео. По маяку стражи мне не удалось вообще найти никакой информации и ничего на нем самом. И конструкция стражи дала очень большой и интересный контент, о нем я расскажу прямо сейчас. И да, именно этим контентом оказался часовой стражей. Почему? Я сейчас расскажу. В данном случае разработчики руководствовались очень простым правилом. Если хочешь что-то спрятать, то положи это на самое видное место. И вправду, кто станет разглядывать врага, который то и дело норовит уничтожить твой личный транспорт? Правильно, никто из игроков даже не циклился на этом, просто уничтожали стражи, получали с них материалы и все. Разработчики даже не стали заморачиваться с местом, чтобы спрятать свои подсказки, они их просто нанесли на врагов. И это сработало. Многие игроки пропускали эти подсказки раз за разом, посещая стражей. И каково же было мое удивление, когда я впервые обнаружил на своих врагах вот эти рисунки. Сначала я им не придал значения, но потом, поискав информацию в интернете, я понял, что это руны, а это язык англосаксов, или же древней Скандинавии. Именно так выглядела их письменность. Для дальнейшего удобства и перевода рун я сделал схематический рисунок стража, примерно как в игре. Внизу вы можете видеть, как он выглядит в игре и как я его сделал схематически. Вид спереди. На нем встречается всего лишь 3 основных типа рун, сейчас вы их все увидите. Вот они. Перевод я здесь не даю, потому что не могу быть уверен в его правильности, и хочу попросить вас, пилоты, помочь мне с переводом данных рун. Теперь рассмотрим заднюю сторону стража. И в игре эта часть отличается тем, что руны, которые разработчики как бы умышленно нам подкидывают, остаются светиться в период мигания самого стража. Сейчас я покажу все 5 оборотных рун и расскажу небольшую догадку о том, как надо все-таки правильнее переводить данные руны. По взгляду может показаться, что все руны отзеркалены на каждую половину. Но вот смотрите, есть два вот таких символа. В футарке их не существует ни в одном из языков. Но если их отзеркаленные наложить друг на друга, то получится символ, который встречается во всех письменностях Древней Скандинавии. Вывод можно сделать такой. Вероятнее всего, все руны надо будет накладывать друг на друга, делать отзеркаливание. Возможно, это и есть ключ к решению данной головоломки. Я не знаю, поэтому прошу помощи у игрового сообщества. И еще одно из небольших наблюдений связано со стражами. Большинство пилотов наверняка знают, что в 1977 году с Земли были отправлены 2 спутника – Voyager 1 и Voyager 2. На каждом из них закреплена была золотая пластина с нанесенной информацией о человеческой расе. Также на эту пластину были нанесены 14 пульсаров расположения Солнечной системы. Сейчас вы видите укрупненную версию этого. И казалось бы, как это может быть связано со стражами. Но вспомните стандартные руины стражей. И обратите внимание вот на эти 2 пирамиды. Казалось бы, пирамиды и пирамиды, ничего в них особенного нету. Но если на них посмотреть сверху, то проглядывается некая зависимость. Обратите внимание сейчас на сам диск и на пирамиды. Сейчас на них появятся уточняющие полосы для разъяснения то, к чему я веду. И да, это является вероятнее всего пасхалкой именно к золотой пластине Voyager 1 и Voyager 2. Таким образом, разработчики вероятнее всего намекают на то, что стражи это и есть предшественники людей. То есть, выжившие стражи дали потомство на Земле. И, собственно говоря, мы, люди, являемся потомками именно той цивилизации некогда великой. Но это еще не все. Обратите внимание на нижний правый угол. Там изображено 2 основных состояния
атома водорода. А теперь присмотритесь к самой руине. И да, если совместить нижнюю левую часть с центральной, то получится идентичная схема. Больше информации, к сожалению, я не смог найти, но для обсуждения имеющейся уже информации, пожалуйста, проходите на Discord сервер, там пообщаемся, вступайте также в эскадрилью. Всем буду рад, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.